Ты смотришь на это видео и не понимаешь одну вещь. Если прямо сейчас кто-то захочет найти Землю, он не сможет. Не потому, что она маленькая, не потому, что Вселенная огромна, а потому, что у нас нет нормального адреса. И только в конце ты поймешь, почему это страшнее, чем кажется. Ты знаешь свой адрес. Страна, город, улица, дом. Четкая структура, понятная система. Теперь поднимем масштаб. Земля — это планета в Солнечной системе. Солнечная система — часть галактики Млечный Путь. Звучит просто. Но вот момент, где все начинает ломаться. Потому что Млечный Путь — это не просто галактика где-то. Это один из сотен миллиардов объектов, которые тоже не висят в пустоте. Они движутся, они тянутся друг к другу. Они образуют структуры. И твой настоящий космический адрес начинается только здесь. Млечный Путь входит в так называемую локальную группу галактик. Это небольшое скопление, около 50 галактик. Среди них наш ближайший сосед — Андромеда. И вот здесь уже становится интересно. Потому что мы не просто рядом, мы движемся навстречу. Прямо сейчас, со скоростью сотни километров в секунду. Через миллиарды лет — столкновение. Но это еще не самое важное. Локальная группа — это всего лишь маленький фрагмент. Она входит в нечто большее — гигантскую структуру под названием сверхскопление Ланиакея. И вот здесь начинается уровень, который ломает мозг. Ланиакея — слово переводится как «необъятные небеса». И это не поэтическое преувеличение. Это структура размером более 500 миллионов световых лет. Внутри нее около 100 тысяч галактик. И мы внутри этого гигантского потока материи. Но самое странное — не размер. Самое странное — то, как это устроено. Представь небо. А теперь представь, что все в нем не случайно разбросано, а течет. Да, именно так. Галактики не просто висят, они движутся как реки. Каждая группа, каждое скопление — часть огромного потока. И все эти потоки сходятся в одну точку — гравитационный центр, место, куда все падает. Этот центр называют Великий Аттрактор. И вот тут начинается тревога, потому что мы не можем его увидеть. Он скрыт за плотной областью нашей галактики. Пылевые облака блокируют обзор. Но мы знаем, что он есть. Почему? Потому что все вокруг туда движется. И мы тоже. Секунду. Остановись. Ты сейчас не просто сидишь. Ты летишь. Земля вращается примерно 1670 км в час. Вокруг Солнца 107 тысяч км в час. Солнечная система вокруг центра галактики около 800 тысяч км в час. Но и это не все. Вся галактика движется внутри Ланиакеи, в сторону Великого Аттрактора, со скоростью примерно 2 миллиона километров в час. Ты не стоишь на месте ни секунды. Ты падаешь. Постоянно. И вот здесь открывается главный вопрос. Если все движется к одному центру, что там? Долгое время ученые думали, это просто огромное скопление галактик, ничего особенного. Но расчеты не сходятся. Гравитации видимой материи недостаточно. Что-то тянет сильнее, гораздо сильнее. Некоторые предполагали, там может быть сверхмассивная структура или область с невероятной концентрацией темной материи. Другие говорили о чем-то более странном, о том, что мы видим только часть картины. И вот здесь начинается самая опасная идея. Что если Ланиакея — это не просто скопление? Что если это система потоков, ведущая в ловушку? Посмотри на карту распределения галактик. Она выглядит не как хаос, а как паутина. Космическая сеть. Нити, узлы, пустоты. И все нити сходятся в узлы. А узлы — это гравитационные центры, такие как Великий Аттрактор. И теперь вернемся к началу, к твоему адресу. Попробуй произнести его полностью. Земля, Солнечная система, галактика Млечный Путь, локальная группа, сверхскопление Ланиакея. И дальше. Что дальше? Вот где петля начинает закрываться.
потому что дальше мы не уверены. Ланиакея — это не просто объект в привычном смысле. Это регион движения, границы которого определяются потоками галактик. Если галактика движется в сторону аттрактора, она внутри. Если нет, она уже вне. То есть наш адрес не фиксирован. Он зависит от движения. Представь, твой дом меняет район в зависимости от того, куда ты идешь. Это не координаты, это поток. И вот теперь самое главное. Если все определяется направлением движения, то что произойдет, если направление изменится? Ученые уже наблюдают аномалии. Некоторые галактики ведут себя странно. Их скорость не совпадает с моделями. Как будто есть еще более мощные силы за пределами Ланиакеи. Существует гипотеза о еще более крупной структуре, о так называемых сверхпотоках, огромных регионах, которые управляют движением целых сверхскоплений. И если это так, значит наш адрес выглядит иначе. Не как список, а как маршрут. Ты не находишься в точке, ты находишься в процессе падения через уровни структуры Вселенной. От планеты к системе, от системы к галактике, от галактики к потоку, от потока к чему-то еще. И вот финал. Тот самый ответ. Почему Землю невозможно найти? Потому что ее адрес никогда не фиксирован. Ты не можешь указать конечную точку, если сама система координат движется. Ты не можешь построить карту, если карта — это поток. И где-то там, за пределами Ланиакеи, может быть еще один уровень, еще один аттрактор, еще одно направление. И тогда вопрос уже не в том, где мы, а в том, куда мы падаем. Кстати, напишите в комментариях. Вы раньше задумывались о том, что у Земли на самом деле нет фиксированного адреса? И как вы думаете, если бы вам нужно было указать свое местоположение во Вселенной, вы смогли бы сделать это точно? Или мы уже потеряны в потоке движения? Очень интересно почитать, что вы об этом думаете. Если вам заходят такие темы про космос, структуру Вселенной и вещи, которые ломают восприятие реальности, поставьте лайк. Это реально помогает ролику двигаться дальше. И если хотите больше видео про сверхскопление, темную материю, великий аттрактор и то, куда на самом деле движется наша галактика, подпишитесь на канал. Впереди еще много историй, после которых привычная картина мира начинает трескаться. И поверьте, самый странный вопрос здесь даже не «где мы?», а «куда мы на самом деле движемся?».